Доброго времени суток. Проходит первенство Республики Беларусь среди молодежи, юниоров, по шашкам 100. И вот интересная очень идея могла быть. К сожалению, в партии было 29-24, и все закончилось ничейным исходом. В партии играла Анастасия Васютина с Анной Болиной. Но вот Игорь Терешко мне позвонил и сказал, что была вот такая вот супер идея. И я думаю, что вы, может, даже нашли. Но идея красивейшая. И потом я чуть покажу, откуда она возникла с позиции. Партию смотреть не будем полностью с позиции. Итак, 23-19, бой на 31. На 49, на 37 надо и на 21. Вот, что делать. 12-18 и 21-26. Ну, действительно, уникальная идея, я бы сказал. Такая очень красивая и нечасто встречающаяся. Давайте посмотрим позицию, откуда она вышла, эта идея. И, в принципе, я вам покажу пару моментов по позиции. Такая вот интересная позиция была. 28-22, пару ходов назад вышла Анастасия. И вот 11-17 в партии было. Естественно, на 30 удар, вот этот вот, приклейка, точнее сказать. Удар можно это не называть. Надо было 9-14, но вот здесь, кстати, позиция интересная была бы. 14-20, ну вот такая, видите, интересная позиция, хотя надо нам меняться. Ну, играли бы вот эту позицию. И здесь, скорее всего, опять надо было бы вторгаться. Вот видите, какая симпатичная, мало того, что идея симпатичная, еще позиция здесь могла очень тоже симпатичная быть. Кстати, давайте дальше посмотрим, интересно было бы. То есть нападать нельзя. Вот такая мысль. Так. И здесь на 16. Кстати, у меня тут на 28 надо было, наверное, и так далее. Сейчас я покажу еще свою мысль одну. Если сюда, то как раз вот этот вот удар есть, это понятно, но вот на этот ход есть комбинация такая, не очень корректная на большинство, но комбинация есть. Так, ну, понятно, что на 16. Кто-то думает, что мы тут ничего не видим, но на 16 видим. В один ход видим все-таки. 11-17 было в партии, и вот 33-28. Если 34, то вот такая вот мысль будет. Сюда, сюда, и вот эти вот шашки как-то очень плохо выглядят. Будут выглядеть. Так, на 30. Если здесь 24-29, то еще одна комбинация есть. Вот такая вот. Они вроде бы простые комбинации, но, как я всегда говорю, простые, но это простота входит в стратегический замысел, и это очень важно. Стоклетки игра непростая, то есть мне часто бывают дискуссии с шахматистами. Вот здесь вот было 24-30, то есть по поводу там простоты и всего игры, но люди просто некоторые не играли, можно сказать, поэтому такое говорят. Так, вот здесь 24-30. То есть этот удар показал. И 24-30 тоже комбинация. Здесь, конечно, надо было 7-11, наверное, в этой позиции. Все-таки группировка, видите, не работает. Надо было каким-то образом фиксировать ее. Давайте посмотрим дальше, как все вышло. 25-30. Ну и вот этот вот ход оказался и так далее. 34 ничейные. Еще раз давайте посмотрим. Вот, кстати,
Я еще не дошел до основной идеи. На 31 можно было пойти. На 35 здесь вот эта вот мысль. Простенькая такая комбинация. А вот на 9, 14, на 11 именно 38, 33 и нельзя ставить дамку. И потом еще какие-нибудь идеи тут сделать таким образом, чтобы нельзя было ставить дамку. Видите, сюда нельзя, 14, 20. Какие тут мысли. Ну вот, можно на 2, наверное. Идея какая? Выждать как-то, потому что нельзя ставить на 49, потому что на 16. И на 50 тоже нельзя, потому что 31, 27 получается. Так, куда тут ходить? Может, на этот ход, наверное, все-таки будет какой-то вот ход этой шашкой. Я даже не знаю. Тут может все-таки сюда пойти. Ну, ничего не видно, конечно. Я думаю, что такой вот ход выиграл все-таки. 28. 30, 34 было. Если 35, опять вот эта вот идея. Ну я ее уже, наверное, показывал. И вот если 30, 34, получается вот эта вот мысль сумасшедшей такой идеи. Ну, сумасшедший в хорошем смысле. Потому что вот, в анализе видно, кстати, в партии не уверен. Я даже не уверен, что я бы увидел, тем более это вот 48-й ход. Но тем не менее, давайте еще посмотрим. Ну и вот такой вот шедевр случился сегодня в партии Анастасии Васютиной и Анны Буйлиной. Итак, до новых встреч. Ну и ждем еще интересных фрагментов. Я думаю, они есть, но даже вот можно мне высылать интересные партии, если меня слышат те, кто играет первенство Республики Беларусь. И если будет что-то интересное, то будем публиковать. До новых встреч!